Всем привет! У нас в доме есть вот такой сервис по химчистке одежды и обуви. И сюда моя семья несколько раз уже отдавала в чистку обувь, кроссовки. И результат прям был классный, поэтому я тоже решила отдать кроссовки на химчистку. Завтра мне уже отдадут эти кроссовки в готовом виде. Стоимость 350 бат. Вообще классно. Я помню, в Москве как-то хотела отдать кроссовки. Что-то это было очень дорого. Вот я помню, я тогда оценила, что мне проще купить новые, чем отдавать эти кроссовки в химчистку. И тоже такая классная была девушка, тайка, ее зовут Аиша. Она спросила, вот your name? Она старается говорить по-английски, а я стараюсь говорить по-тайски. Я говорю Чанчих Алис. Она такая, о, Чанчих Аиша. Ее зовут Аиша. Спросила, говорю ли я по-тайски. Я ответила, что я изучаю тайский, ну и разговариваю чуть-чуть. Я прям обожаю разговаривать с тайцами на их языке. Мне это приносит такое неимоверное удовольствие. Я вот прям радуюсь, как ребенок, знаете, который познает этот мир, изучает какие-то слова, пытается как-то коммуницировать с миром, и его понимают. Вот я настолько радостная. Так что вот завтра заберу кроссовки, посмотрю на результат. А сегодня хочу немного прогуляться, зайти в магазин. Почему-то меня посетила такая мысль купить и посолить домашнее сало. Вот, захотелось мне в Таиланде сала, вот именно домашнего. Поэтому не знаю, посмотрю, куплю или нет, какие будут кусочки красивые или нет. Тоже видела много разных рецептов. Есть какие-то быстрые рецепты по засолке сала, я так поняла. Если на нем нет мяска, а только вот жир, то такое сало можно засолить за 3-5 дней. А если покупать сало именно с мяском, то оно требует более тщательной засолки, вероятно, чтобы там все было точно безопасно и не вредно. Вот, поэтому, не знаю, посмотрю, что сегодня попадется в магазинах. Может, куплю, может быть, нет. Вот. Бангкок очень движовый город, и когда ты выходишь на улицу, сразу наполняет шум со всех сторон. Но при этом, знаете, никто не сигналит, все как-то настолько вот уважительно, доброжелательно относятся друг к другу. И я вот за такие качества, за такие моменты, я настолько люблю этот город. Здесь можно просто отдыхать, скажем так, головой. Я вот недавно летала в Москву, мне нужно было поделать кое-какие дела, плюс там по здоровью какие-то моменты нужно было привести в порядок. И я поняла, что, возвращаясь из Москвы сюда, в Бангкок, я, знаете, как будто вот так вот выдыхаю и могу наконец-то расслабиться, как-то вот отпустить какие-то моменты переживания, тревоги. Я думаю, вы все понимаете, да? Те, кто был в Таиланде, что тут, скажем так, свой немножечко сабай-сабай. Но это правда, когда ты приезжаешь просто сюда отдыхать, потом возвращаешься в свою страну, и тебе кажется, что отдых был таким коротким, хочется опять все это побыстрее повторить. И вот я, живу здесь, казалось бы, мне уже все стало привычным, обыденным. Я когда нахожусь здесь, я, конечно, скучаю по России, по Москве, я туда возвращаюсь, окунаюсь опять вот во все это, свою прежнюю жизнь, воспоминания. И когда я прилетаю в Москву, я начинаю скучать уже по Таиланду, по Бангкоку. Вот, и прилетаю сюда, я прям выдыхаю и вот ловлю вот это ощущение, что все, теперь можно успокоиться, я дома, гонка окончена, теперь меня ждет вот это спокойствие и умиротворение. Это, конечно, бесценно. Вот такие местные улочки. Знаете, как-то первое время они мне казались не очень презентабельные, что ли. Может быть, даже где-то недостаточно чистыми, немножечко хаотичными. А сейчас я их все так люблю. Вот правда. Такие для меня они родные. Да, они простые. Нету тут никакой великой эстетики, какой-то архитектуры.
и всего такого. Обычные люди. Но вот эта вот самая обычность, она становится как-то очень ценной. И вы знаете, такие вот мы все уже забеганные, затюканные со всех сторон, что вот просто хочется, чтобы было скучно. Вот хочу немного поскучать, чтобы меня никто не трогал, не дергал со всех сторон. Вот этот вот прессинг, который творится, да, во всем, в обычной ежедневной жизни, в бизнесе. Вот просто хочется немножечко поскучать. Мне так давно не было скучно, что я даже соскучилась по этому. Наверное, последний раз мне было так скучно где-то в детстве. Вот соскучилась я по этому ощущению. Наверное, мне не помешает немножечко скуки. В Бикси уже появились дурианы, значит, начался сезон. Дурианы тоже, кстати, бывают разных сортов. Бывают более мелкие плоды, вот, например, как этот, он совсем не крупный. Бывают крупные, и вкус у них разный. Цена нормальная, вот я вижу, что килограмм 700 бат, надо будет как-нибудь взять. Я обычно выбираю их по цвету, цвет должен быть однородный и такой как бы неплотный. Вот этот более белесый, он будет поплотнее, более твердый. А этот более желтенький, и он должен слегка проминаться. Такой фрукт будет самым вкусным, когда снаружи он мягкий, а внутри криспи, то есть немножечко хрустящий. Прям говорю, и соскучилась по дуриану, давно не кушала, обожаю дурианы. Смотрите, какая тут милота. И стоит совершенно недорого, такие красивые. 25 бат. Сейчас брать не буду, просто вам покажу. Но вот эти трубочки я покупала, они очень вкусненькие, знаете, напоминают трубочки из детства, только внутри не белковый крем, а он на сливках. Ну, очень вкусно. Это в Бикси. Такие сетики, какие-то салатные истории с зеленью, яичком, курочкой и кусочек тыквы, по-моему, отварной. Да, тыква. Классно. Хочу посмотреть на свинину в Бикси, но я, наверное, в Бикси не так хотела бы ее покупать, только если мне попадется какая-нибудь очень красивая, какой-нибудь красивый кусочек. Вот прилавочек как раз со свининой. Ой, вы знаете, прям очень красивые кусочки. Посмотрите, такие мясные. 199 бат килограмм. Я возьму. И шкура не желтая, шкурка такая тоненькая, беленькая, значит, это не старая хрюшка. Ну что, я взяла 1,5 килограмма свинины. Как-то много получилось, но такие кусочки были все красивые, такие мясные, с прослоечками. И я посолю, наверное, 2 вида. Одну попробую какой-то более быстрой засолки, а вторую попробую, видела рецепт, когда ее нужно отваривать, ну, горячим способом это называется, в рассоле отваривать как-то, а потом уже натирать разными специями. И вот я хочу сделать с черным перцем и с чесноком. И второй вид, не знаю, еще какой-нибудь, может, с паприкой. И вот у меня нету соли, поэтому возьму сейчас соль.
покупаю такую обычную. И получается 4 кусочка я взяла. 2 кусочка приготовлю для нас, а 2 передам потом сыну. Ну все, план получается на сегодня выполнен. Нужно просто прогуляться. И я на самом деле не завтракала, хотя время уже, наверное, около 4. Просто зарядилась кофе пол-литра. Наверное, можно было бы что-нибудь и покушать. Может, кстати, даже из готового сейчас здесь что-то возьму. Зашла вот в такое заведение. Это называется как-то типа столовая номер 8. Ну, то есть как бы кафе, но совсем недорогое. И тут не так много блюд на выбор. Заказала себе какой-то рамен. Вот этот я заказала маленький. Ну, скажем так, такая базовая кухня, где точно будет вкусно, сытно и недорого. Тоже приятно так наблюдать за персоналом. Все очень... Thank you. Я ожидала свой заказ, наверное, минутки 4. Даже не 5, быстрее. И приятно так наблюдать за персоналом. Все очень доброжелательные. Такое приятное щебетание слышится. То есть нет каких-то, знаете, таких вот режущих звуков для ушей. Я мало что понимаю, конечно, что говорят. Но то, что я слышу, и то, что я вижу, очень приятно. Буду пробовать это блюдо. Какой-то соус, я так поняла, к лапше. И лапша, по-моему, тоже холодная. Это ореховая смесь. Да, это пинат. Вкусный. Наверное, вот так прям можно сделать. И лапшу эту кушают таким образом. То есть берете саму лапшу, окунаете в бульончик. После этого можно пробовать. Она, конечно, такая длинная. Как-то так. Да, лапша холодная, бульон холодный, но очень вкусный, абсолютно не острый, то есть перца нет вообще. И я бы даже сказала, от того, что лапша и бульон холодные, вкус ощущается более таким насыщенным. Реально очень вкусно. И по вкусу я даже не знаю, на что это похоже. Но в бульоне явно есть вкус соевого соуса. Никакого рыбного тут соуса точно нет. Не знаю, что еще. Наверное, что-то типа тофу измельченный. Потому что такие мелкие-мелкие хлопья можно увидеть. Либо это орех уже попал. Ну, в общем, прям классно, вкусно.
Я только сейчас поняла, у этого бульона вкус кунжутно-арахисовый с соевым соусом. То есть он такой как будто слегка, наверное, сладенький, солененький. Очень-очень вкусно. И я вообще заметила, здесь, в Таиланде, как-то не особо едят супы. То есть если ты заказываешь суп, то подразумевается, что гущу всю ты съедаешь, а вся вот эта жижа, бульончик, оно просто остается у тебя в тарелке. И нашему менталитету это немного непривычно. То есть суп выступает в качестве соуса, скажем так, да, то есть жижа это как бы как соус воспринимается. И именно поэтому часто бывают супы очень солеными, ну, чтобы так снабдить вкусом не особо активную по вкусу лапшу, да, или какие-то овощи. То есть бульон часто делают прям соленым. А нам, русским, это непривычно. Вот, но вот такая культура, такая еда. $65 смузи. Он еще и с кусочками кокосов. Я обожаю вообще все, что связано с кокосами, выпечку. Вообще иду, пью кокосовый смузи и думаю, да чего же прекрасная жизнь. Как же это классно. Жить в тепле, когда голова в спокойствии, не вот в этой гонке за выживание, как бы где ни накосячить и не получить подзатыльника, да? А когда ты просто имеешь возможность выйти из дома, спокойно пройтись, купить, не знаю, килограмм сала и вот напиточек. И все, ну ничего же больше не надо. Только вот спокойствие и немножечко вкусненького. Ну ведь так. Пойду смотреть рецепты для моего сала. Кстати, на улице вообще не жарко. Так хорошо, так классно. Наверное, градусов 30 есть. Но я вот спокойно иду по улице и не покрываюсь липким потом. Прям вообще класс. Обожаю. Я рада была с вами поделиться кусочком моего дня. Надеюсь, хоть капельку тайского солнышка, тайского тепла мне удалось вам передать. И, может быть, согреть чье-то сердечко. Всем хорошего настроения. Пока. Вот такие прям кусочки. Шкурочка тоненькая, то есть я ее хочу оставить. Мне нравится, когда шкурочка есть у сала, и это как будто не будет жесткой. И вот тут такой слой мяска. Тут где-то 50 на 50. А вот здесь вообще сала мало, мяска много. Наверное, вот это пойдет на горячий способ, который варить надо. Ну, хотя они тут все такие прям мясистые. Я вчера, в общем, посолила салом. Перелопатила кучу рецептов в интернете и нашла 2 варианта посола. Сухой, когда просто кусочки сала натираются солью, выдерживается определенное время, и уже после этого сала можно натереть специями, приправами, ну и отправлять в морозилку. И нашла способ посола мокрый, то есть когда сало заливается рассолом, и спустя тоже определенное время, после выдержки можно натирать его специями, приправами, ну и тоже потом кушать. Вот. И я решила приготовить сало по 2 этим рецептам. Покажу, что у нас получилось. Я когда-то давно имела опыт засолки сала, это было лет 15, наверное, назад. И после этого я больше не экспериментировала. Вот это сало я делала сухим посолом, когда кусочки сала засыпаются солью. Прям очень много соли сыпется. Выдерживается 4-5 дней. После этого кусочки вытаскиваются, промываются и пересыпаются новой солью. Но пишут, что
При таком методе засолки сама мясная часть на сале может получиться очень жесткой, потому что соль вытягивает всю влагу. И если в самом сале влаги это не так много, то вот мясо может оказаться более жестким. Проверим. В любом случае мы всегда сможем это сало просто тонко-тонко настругать, но мы как бы не едим его вот такими кусками, да, мы его замораживаем и тонко-тонко делаем потом такую струганину. То есть по факту его даже не жуем, а просто держим во рту и глотаем. Вот. Ну, если что, можно будет пожарить с картошкой. И я вам сейчас покажу сало, которое я сделала в рассоле. Оно у меня стоит под гнетом. Тут соль, черный перец, чесночок, лавровый листик, луковая шелуха до цвета, вроде как, чтобы шкурочка была покрасивее. И мама нашла в каком-то старом рецепте, что кладут еще соевый соус. Я поэтому тоже немножечко налила. Вот оно у меня стоит дней 4-5 будет стоять. Будем смотреть на цвет мяска. Оно должно из ярко-розового стать коричневым. И там дальше будем уже смотреть, когда его можно будет вытаскивать.